Сегодня я попробую создать из мусора, а именно крышек, панелей для обшивки или отделки строительных объектов, если хотите. Также будет применяться не только пластик, но и железные крышки. Заодно попробую присануть простой вафельницы. Посмотрю, как материал реагирует на холод. Ну и заодно вставлю магниты, так что садись поудобней. На улицах валяется огромное количество бесплатного материала для самодельщиков. Например, вот эти крышечки. В интернете я посмотрел, что из них делают. Например, вот эта подставка под кружку. Включайте фантазию. Для этого есть старый компакт-диск. Сегодня я попробую сделать что-нибудь, интересное, что ли. Привет, здравствуй, мой друг. Сегодня я буду использовать в качестве материала пластиковые крышки от PET-бутылок. В одном из прошлых видео, когда я делал PET-балку из бутылок, у меня осталась целая куча данного материала. И вот настало время применить ждущий этот эксперимент запас. Сегодня я буду экспериментировать, к сожалению, во временном, но вот этом большом логове. Пластик очень любит какой-нибудь нагревательный аппарат. И у меня есть такой, где я его взял, да вы все равно не поверите. На всякий случай оставлю ссылочку в Telegram. Сейчас притащу его. Вот такая комплектация данного термопресса мне досталась. Конечно же, к сожалению, тут не весь комплект. Пресс очень тяжелый, и я не смог унести все сразу. Пока делал повторный заход, кто-то уже подобрал пресс для кружки. Ну ладно, ему он, наверное, важнее. Отмою данный станок, чтобы не так стрёмно было на нем проводить испытания. Такое ощущение, что он находился в комнате, где работали краскопультом. Видно, что на корпусе какие-то точки, и они, к сожалению, не отмываются. Давайте уже попробуем запустить данного термомонстра. Как видим, где-то обрыв в схеме. Но этого и следовало ждать, если учесть, откуда мне он достался. Сейчас попробую зацепить сменные нагреватели и проверить, а работает ли вообще электроника у него. Коннектится данный нагревательный блок 4-пиновым разъемом, так что заменить панель вообще не составляет труда. Съемная панель отлично нагревается, да электроника все нормально показывает, значит все дело в плите. Зачем-то я открутил плиту, хотел начать искать проблему в самом термоблоке, но в голове промелькнули такие мысли, а зачем? Ведь 90% таких неисправностей выпадает на подвижные элементы и разъемы. И попал прямо в точку. Оказалось, термопара оборвана. Ну а вот в принципе и вся проблема. Термопара отпаялась. Сейчас полечим эту тему. Надеюсь, что только эта неисправность присутствует в данном аппарате. Ведь такую комплектующую деталь, как печку, я вряд ли найду. Хотя, можно и самому сделать. Например, из кухонной электроплитки. В местах бытовых отходов, так называемых нагревательных блинов, полным-полно валяется. Заработал аппарат. Сейчас надо определить ему место для дальнейшей эксплуатации. И что-нибудь присанем? Место я определил быстро, но пока развлекался с аппаратом, скажем так, тестировал его, ну и смотрел, что еще можно присануть. Сломал заводскую ручку, а это уже заболевание рукожопостью называется. Ни подходящего инструмента, ни материалов. Конечно же, у меня нет в этой временной мастерской, так что будем работать то, что под руку попадется. Вот, например, неплохой обрезок водопроводной 15-й трубы, или как она правильно, 1/2 дюйма называется. Пиши букву под видео, а то я уже запутался в этих размерах. Хорошо, хоть тесочки здесь есть, а то без них никуда. Видите, какая у меня прекрасная ножовка по металлу? С заржавевшим полотном, но это не беда. Пару капель масла все решает. Да и дрель тоже не подарок. Такой только полметровые стены бурить. Короче, что я хочу сказать. Если у тебя есть цель, то тебя вообще не должно волновать, какой у тебя инструмент. Пусть это будет хоть ручная дрель и ржавый напильник, или у тебя нет подходящего материала, да сходи ты на металлоприемку. Главное, закончить начатое. Пусть даже изделие получится непрезентабельное и немножко кривоватое, это не беда, потом переделаешь. Ну что, ребятки, давайте развлекаться, и первая история у нас послужит крышечки. Родной коврик мне ставить очень жалко, оставлю его для работы с тканями, а вместо него вырежу кусок из диэлектрического ковра.
Это на первый взгляд кажется, что все крышки одинаковые. Конечно же нет. Они разные по высоте, и в некоторых из них есть вот такие уплотняющие белые прокладки, которые, конечно же, я тоже вытаскивать не буду. Кто знает, из какого они материала. В качестве прокладки между нагревательным блоком и испытуемым материалом я буду использовать светофильтры от осветительных приборов. Выдерживает данный материал до 250 градусов. Ломки, правда, но жалко мне сразу же на первое испытание использовать силиконовый коврик. На данный момент я не буду зажимать в полную силу. Как только немножко подогреется, тогда я уже прессану по полной. Предварительные испытания показали, что 200 градусов отлично любит полиэтилен. Ну вот и контура разогрелась, теперь можно в полную прессовку. Ну, в общем, я дал 5 минут настойчивости пресса по отношению к пробкам. Много или мало этого, я не знаю. После чего 20 минут дал крышкам уже в измененном и пожененном состоянии прийти в себя и уже показать свою красоту. Что же там из них получилось? Светофильтр отлично отпустил изделие, а вот нижний слой очень стал в***ться. Пробки прессанулись настолько хорошо, что даже к резине приплавились. А вот это уже неудача. В общем, я с большим трудом оторвал изделие от резины, а где-то даже и с самим резиновым ковром. Не понимаю, что-то вроде вулканизации что ли получилось, или как это можно назвать. В общем, первый блин комом, брак так называемый. Неужели снизу тоже светофильтр класть? В общем, решил я вместо фильтра положить алюминиевый лист и уже в таком исполнении попробовать испытание. Пока полуфабрикат прессуется в лист, бракованное изделие попробую порезать, насколько лист получился податливый к обработке. Вообще материал получается отличный, твердый, и сторона, которая под нагревом, получается глянцевой. Вторая прессовка, к счастью, никуда уже не вплавилась. Я не дал до конца остыть листу, и его немного повело. Обратите внимание, что логотипы остаются на алюминиевой пластине. Ну вот, в общем-то, отличный прессинг крышек получается. И уже можно будет делать так называемые стеновые панели, что ли. Но давайте немного отложим и сделаем другой эксперимент. Железные крышечки. Но неужели они не имеют места быть в переработке? Такие железные крышки раньше тоже использовали, скажем так, в мини-сельском хозяйстве. А именно в огороде это очень хорошие шайбы. Например, при натяжке полиэтилена на теплицу гвоздь в паре с такой крышкой отлично удерживает, так как площадь шляпки такого гвоздя намного больше. В общем, здесь я перевернул все крышки в надежде, что полиэтилен при расплавке зацепит грани железной крышки, и они отлично сцепятся. После доведения до нужной температуры пресса я с большим трудом смог закрыть рычаг. Это изделие я хотел прессануть в 2 этапа. То есть после того, как вплавил бы первую часть, я хотел перевернуть и вплавить еще полипропиленовую мешковину, но, к сожалению, не стал заморачиваться. И очень зря. Думаю, что при прессовке с 2 сторон все бы отлично получилось. К сожалению, такой тип крышкой вверх не прокатил. Я хотел сделать что-то вроде коврика возле двери. Давайте попробуем другой способ. В данный момент я попробую положить крышки от стеклянных бутылок острыми концами вниз, для того, чтобы они с легкостью вплавились в ребра полиэтиленовых изделий. Думаю, что такой способ будет намного надежней. Подвешу вот такой 20-килограммовый груз, чтобы, скажем так, автоматически плита опускалась по состоянию нагрева железных крышек. И все-таки думаю, что этого груза недостаточно. Защелкну замок стандартным способом.
Я ставлю эти совместимые материалы на 5 минут прожарки, а после еще на 20 минут охлаждения, предварительно включив вентилятор. Не знаю, насколько быстрее, конечно, так можно остудить, но почему бы не попробовать? Железные крышки отлично вплавились, очень жестко, ровно получилось. Кто знает, что это за замечательный такой напиток, пиши буквы под видео. Пока, конечно, не знаю, куда применить такой тип листа. Ну а прежде чем начинать сплавлять лист 1 на 2 метра, давай проанонсирую, что будет в будущих видео. Например, хочу выправить вот эту канализационную трубу. Вот, результат уже есть. Также я хочу сплавить стену. Вот уже из этих никому не нужных CD-DVD дисков тоже 1 на 2 метра попробую. Еще попробую сделать стену вот из этих алюминиевых банок. Не знаю, получится ли. Обязательно выправлю пэт-бутылочки в листы. Не знаю, как пока их скреплять вместе. Ну и начал уже создавать вот эту доску для будущего скейтборда, который я тоже нашел на свалочке. Ну а сейчас давайте уже создавать лист из пробочек, если их хватит, конечно. Если тебе нравится такой тип контента, как сделать из бесплатных материалов что-то полезное, обязательно подпишись и поставь колокольчик, чтобы оповещение приходило. Тем самым ты проголосуешь, а снимать ли такое видео вообще. Некоторые скажут, ну а что с этим куском-то делать? Я же ведь собрался 1 на 2 метра делать лист. Сейчас покажу как. В общем, есть у меня вот такой лист нержавейки. В дальнейшем поймете, для чего он. Здесь крышки, конечно же, не только от собранных зимой партий, а огромнейшая размером, наверное, с Юпитер Катерине и размером с нашу галактику Катерининым знакомым, друзьям, коллегам, которые работают с ней. Спасибище! Вся эта армия помогла мне собрать столько крышек. Без них, конечно, этот бы эксперимент просто не получился. В общем, как вы уже поняли, я просто буду неотформованному блоку подставлять готовое изделие. Таким образом, можно продолжить формировать блок как в длину, так и в высоту, чтобы особой деформации не было. Дополнительно буду класть груза на готовое изделие. ВКонтакте, Телеграм, в Инсте. Я за месяц выкладываю видео до того, как оно выйдет на этом канале. Так что заглядывай и подписывайся. Заодно советов накидаешь. Ну, в общем-то, проблем я никаких не вижу. Можно продолжать дальше. Представляю, как многие из вас начнут возмущаться. Да где же мы столько крышечек-то возьмем? Ребята, да подойдет любой материал. Просто по возможности. Например, если уже начали делать из полиэтилена, то используйте только этот материал. Пузырьки от шампуней, от моющих средств, таких как Фейри, канистры, да и с легкостью полиэтиленовые пакеты вы можете прессовать таким способом. Конечно, я хотел поставить контейнера по сбору крышечек возле мест сбора бытовых отходов, но это бы заняло очень много времени. В ширину получается почти 90 сантиметров. Думаю, продолжать не стоит. Буду вытягивать в длину. Как видите, крышки где-то я кладу даже внахлёст, а в некоторых случаях подкладываю кусочки. Думаю, что даже без них было бы все отлично, но на всякий случай подстраховался, чтобы не начинать потом все сначала. Отлично получается, глянцевая. Ну, в общем, вот таким способом я и буду накатывать дальше. А ну-ка напряги свою светлую голову и посоветуй мне другой легкий способ переработки. Может быть, медленно вращающиеся нагретые валы и через них пропускать, чтобы лист был бесконечный. Процедура эта не быстрая, и чтобы вас не утомлять, давайте покажу, что это можно сделать на простой вафельнице, или как она называется. Ну, в общем, такой советский аппарат я приобрел за 300 рублей на Авито. И думаю, что этот нагревательный прибор справится не хуже, чем мой буржуйский термопресс. Да, размеры немного меньше, но думаю, что функционально он намного круче. Потому что этот аппарат нагревается с двух сторон. В общем, 20-килограммовая чугунная гиря вполне выполнит функцию рычага, который установлен на термопрессе. Прессованный подопытный получился зачетный, поверхность глянцевая, ровная. И сам по себе лист очень-очень твердый. Однако, пропрессовалось даже лучше, чем на термопрессе. Потому что нагрев идет с двух сторон. Продолжу прессовочку. Вот уже что-то и нарисовывается. И, к сожалению, расходный материал понемножку заканчивается.
Теплотрассы. Вот где очень много валяется пэт-бутылок. У нас в городе очень часто бывают сильные ветра и легкий мусор, такой как пэт-бутылки. Ветер с легкостью разносит с мест сбора бытовых отходов очень далеко. Теплотрассы как раз таки уловители. В нашем красивом городе очень много креативных ребят, которые создают вот такие шедевры из пластиковых пробочек. Да, сплавить бы эту картину под моим прессом. Вот и я тоже решил создать какой-никакой узор. Ну, в общем-то, лист получается уже неплохой. А давайте попробую упорядочить по цвету. Кто знает, как такие картины рисуются. Скорее всего, наверное, распечатывается большой трафарет по цветам с номерами цветов, после чего уже крышки укладываются в нужном порядке. Но не могу я поверить, что художник так просто сможет выложить, руководствуясь только своими мыслями. Наверное, очень многим не нравится такая последовательность расположения цветов. Я предполагал, что будет что-то лучше. Ну, думаю, на первый раз пойдет. У нас же стеновая панель. А давайте попробуем вплавить магнитики, чтобы, например, инструмент держать. Вы уже видели в моих прошлых видео, где я набрал целую кучу этих неодимовых магнитов. Предварительно вырезав в пробке канавы, я уложу магниты. Думаю, что полиэтилен неплохо их примет в свои объятия. Естественно, при температуре в 200 градусов изделие потеряет свое магнитное поле, но не настолько, чтобы держать легкие инструменты, например, отвертки, или вторым магнитом можно прицеплять какую-нибудь напоминалку. Короче, пока вся контора остывает, я решил провести тест этого самодельного изделия на морозопригодность. Сейчас на улице минус 10 градусов, и при таких температурах, например, АБС ломается как стекло. Лист пролежал 8-часовой рабочий день и, как видите, отлично гнется. Наверное, пора из них поджопник делать для катания с горки или подкрыльники для автомобиля. А вот и готов очередной 30-сантиметровый накат, но уже с магнитиками. Как видите, мелкие инструменты держит, и этого вполне достаточно. Конечно же, при таком нагреве магниты потеряли, процентов 50 своей мощности. Но все равно, думаю, работают, и можно пристегивать какой-либо инструмент. А давайте теперь попробуем нестандартные крышечки. Вообще, из любого материала можно делать такие пластины, только не путайте их по составу. Например, крышки, которые я сейчас прессую, сделаны из полиэтилена низкого давления. Канистры, емкости для шампуня и моющего средства для посуды, сами пакеты, они обычно тянутся. Все это сделано из полиэтилена низкого давления. Например, пакеты из полиэтилена высокого давления не тянутся, а просто рвутся. Ну вот, в принципе, пластина готова, осталось только обрезать. Эх, к сожалению, нет у меня циркулярной пилы, а так бы получилось очень ровненько. В общем, пару косяков, конечно же, я сделал. Надо было, наверное, шайбы от болтов подставлять, чтобы толщина не плавала. Ну и, конечно же, по цветам формировать, а то очень пестро получилось. Лист получился неплохой, но все-таки есть пара небольших косячков. Сейчас полечим. А вот и еще один косячок нарисовался. В больших крышках не хватило материала, чтобы растечься по всему периметру. Нет, это не помешает водонепроницаемости, но все равно смотрится как-то стрёмненько. Так что воспользовался советским утюгом, и вроде получилось все нормально. Толщина листа немножко плавает, в среднем где-то 1,9-2 мм. Да, слышу скептиков. Куда можно применить эту панель? В общем, я вижу применение получившемуся материалу в облицовке каких-нибудь бытовок или складских помещений, которые не совсем светятся на лицевую сторону вашей постройки. Ведь материал получился водонепроницаемый, а значит, можно и крышу таким крыть. Например, зашить домик своему любимому волкодаву-убийце или низ забора сделать из такого материала. Потому что в этой части он подвержен гниению, а также можно просто сделать веселый забор.
Материала в местах бытовых отходов полно. Если ты захочешь сделать вот такую панель, то тут не обязательно крышечки. Всякие пузырьки из-под шампуня, канистры тоже пойдут, ведь они сделаны из одного и того же материала. Нет у тебя пресса, включай фантазию, газовая или электроплитка пойдет. Кладешь металлический пластин на плитку, насыпаешь материал, закрываешь другим металлическим пластом и кладешь груз. Вот такая у меня идея простая возникла. У тебя есть какие-нибудь другие идеи, как сделать пресс? Допиши буквы под видео. Эти остатки я, конечно же, не буду выкидывать, а спрессую кухонную доску для Катерины. Ну а сейчас давайте попробуем прикрутить эту панельку к стене. Хотелось бы, конечно, на улице разместить данную панель и за год посмотреть, что с ней будет. Но, к сожалению, у меня нет такого места. Надо зазнакомиться с каким-нибудь дачником. В общем-то, вот такая стеновая панель получилась. Думаю, что вполне возможно зашивать им какие-нибудь подсобки. Да, конечно, не идеальная, где-то, может, и волнами. Ну, самоделка же. Огромнейшее спасибо вот этим ребятам, которые помогают мне денежкой на мои будущие самоделки. Ну а я с тобой не прощаюсь, не болей и храни тебя Господь. До встречи, дружище. А я пошел плавить пуховик. Все думаю, а нахрена мне покупать яйца и молоко? У меня вроде есть, а это оказывается у дружищи никнейм такой. И он постоянно мне донатит. Большое спасибо.